Всем привет! Родителям школьников наверняка знакома ситуация, когда ваш ребенок приходит к вам за решением домашнего задания. И тут большинство из нас допускают классические ошибки. Дают подсказки в решении, либо прямолинейно отвечают на вопрос. Но помогая таким образом, мы не прививаем ребенку способность самостоятельно думать и принимать решения. Поэтому в сегодняшнем видео поговорим о том, как приучить ребенка учиться. Начнем с оформления внешних условий. Правильная организация учебного процесса включает в себя несколько моментов. Правильно сформированный режим дня, оборудование места для занятий, определение оптимального порядка, выполнение уроков каждый день. В организации внутренних условий пунктов будет побольше. Как удержать внимание ребенка во время выполнения уроков? Например, ребенку нужно научиться писать красиво и опрятно. Тогда предложите написать письмо бабушке. Только давай постараемся писать разборчиво и аккуратно, ведь бабуля уже не очень хорошо видит. А если нужно написать письмо Деду Морозу, ведь он же ничего не разберет в твоем письме и принесет не тот подарок, о котором ты просил. Поменяйтесь ролями, превратив ребенка в учителя. В роли учеников пусть будут его любимые игрушки, все куколки и мишки. Да и вы сами можете подыграть, изображая непослушного ученика, и специально делайте массу ошибок. Дети очень радуются, когда они видят себя со стороны. Такой прием снижает напряжение ребенка и позволяет проговорить и осознать сложные моменты обучения. Плюс ребенок сам со стороны видит препятствия, с которыми ему нужно справиться, и свои недочеты, невнимательность, лень и так далее. Если вы видите, что ребенок стал более усидчивым и привык к школьному режиму, постепенно можно оставлять его с домашним заданием один на один. Настраивайте ребенка на то, что невыполнение домашнего задания и плохая учеба в целом могут иметь для него негативные последствия. Обязательно нужно проговаривать важность обучения, так как ребенку пока абсолютно непонятна его ценность. Подбадривайте его старания и не скрывайте радость от его успехов, либо показывайте, как расстраиваетесь и сопереживаете плохим результатам. Когда ребенок усвоит, что вы уважаете и цените его усилия над собой и его труд, его самостоятельность и ответственность начнут крепнуть. Он привыкнет делать усилия над собой в достижении поставленной цели и ценить себя, достигнув ее. А ощущение радости и подъема после каждой победы будут мотивировать не сдаваться перед следующими препятствиями. Помните, что даже в любимой работе всегда есть элементы рутины или, наоборот, сложности, с которыми надо научиться справляться, принимать их и преодолевать. Акцентируйте внимание ребенка на том, что если что-то не выходит с первого раза, не катастрофа. Это поможет ребенку избежать излишней тревоги, разочарования и опасения наказания, а также снимет с процесса учебы негативный эмоциональный оттенок. Если у тебя что-то не выходит, мы всегда тебе поможем. Если тебе что-то непонятно, мы вместе разберем трудные места и объясним тебе непонятное. Таким образом, ребенок понимает, что он не безразличен и его усилия кому-то важны. К тому же родители не злобно контролируют его, а волнуются за него и готовы помочь и оказать поддержку. Рассказывайте ребенку, что у взрослых людей есть такие дела, которые не хочется делать, но надо, потому как упорный и регулярный труд приносит большие результаты. Объясните, какие надо есть у каждого члена семьи и какая от них польза. Например, маме после тяжелого рабочего дня надо приготовить обед, хотя не очень хочется, но она знает, что все будут сыты и счастливы. К тому же она делает это из любви к своим близким, проявляя ее заботой о них. Или папе нужно заниматься спортом. Он мог бы лениться и остаться отдыхать дома у телевизора, но ведя активный образ жизни, его тело всегда в тонусе, он хорошо себя чувствует и выглядит. Объясните, что у ребенка-школьника свои надо, уроки. А в конце дня за семейным ужином обсудите, как прошел день каждого члена семьи и кто как справился со своим надо. Проверяя домашнее задание ребенка, помните, что лучший способ освоить и запомнить изучаемый материал – это не 10 раз его прочитать, а один раз его пересказать или сделать на базе этого материала какие-то задания. Помните, знания, полученные самостоятельно, до которых ваш ребенок дошел своим умом, именно эти знания закрепляются у него надолго. Поэтому не идите на поводу у своего ребенка, а стимулируйте его учиться и заниматься развитием навыков самостоятельно. Надеюсь, мои советы были вам полезны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие видео. Пока!